big nine, now I'm finna shoot to kill. If you bother sniffing, this sipping, finna do the deal. Load up my big nine, now I'm finna shoot to kill. If you bother sniffing, this sipping, finna do the deal. Load up my big nine, now I'm finna shoot to kill. If you bother sniffing, this sipping, finna do the deal. When you step into my danger zone, when you're locked in, down. When you step into my danger zone, when you step into my... Всем привет! А мы сейчас находимся в Абхазии и решили записать вам ролик, чем же заняться зимой в это время года. У нас в том году был подобный ролик, можете посмотреть на нашем канале. Он был больше про Гагры и где, что посмотреть рядом с этим городом. Все нормально. Сейчас же мы решили записать вам выпуск с города Гудауты и показать, чем же заняться в окрестностях. У нас сегодня, посмотрите, какие мощные волны. Вчера был ночью очень сильный ветер, но мы отправляемся на прогулки и показывать вам самые интересные места города. Друзья, ну а мы подъезжаем с вами к Гагре. Погодка у нас сегодня пасмурная, с утра шел дождик, сейчас тоже так немножко покапывает. Но на самом деле погода здесь переменчивая, и уже через 2 дня нам обещают плюс 15 и солнечно. Обязательно погуляем в солнечную погоду, поснимаем вам интересные места. Ну, а мы вообще направляемся в сторону Гудауты. И сейчас проезжаем поворот на Красавицу Рицу. Такая вот... Дождь там. Да, я думаю, дождик на Рице. В горах вообще уже лежит снег. Но здесь сейчас у нас достаточно облачно, туманно, не видно. Но я думаю, что в Гудауте мы вам покажем заснеженные уже вершины. Сейчас мы находимся в заведении, которое называется Симона Фудс. Место для многих туристов незнакомое, потому что оно находится немного подальше от туристической жизни города Гудаута, на трассе. И здесь в основном едят местное население. И именно поэтому здесь действительно готовят очень вкусно, и сейчас мы вам покажем. Вот нам принесли первое блюдо, лодочка с яйцом и с сыром. Настоящая классика, но везде готовят по-разному. У нас есть один фаворит, так сказать, в городе Гудаута. Место называется Балкон. Мы обязательно туда сходим как-нибудь в другой раз и снимем видео. Там готовится это просто шедеврально. Попробуем это блюдо. Очень много сыра, могу отметить уже однозначно. Очень симпатично. Я думаю, это вкусно. 100% вкусно. Как тянется сыр. Комментарии излишни. Ну и, конечно, классика в Абхазии – это хинкали. Какое застолье без хинкали? Здесь представлены блюда с бараниной, а здесь с сыром. Ну и, конечно же, куда без аджики. Ваше здоровье. Очень хороший. Вау.
главное в хинкалях это, конечно же, сок. Здесь он присутствует, хинкали просто божественные. Крайне важный момент, что в этом заведении это не полуфабрикат. Здесь их готовят именно из-под ножа все. Мы ждали в принципе, долго, минут 40, наверное, ждали именно по этой причине. То есть, и когда ты их пробуешь, это чувствуется и по количеству бульона, и по мясу, и по структуре самого теста. Это все действительно ощущается. Вот так вот, друзья, растет хурма. Посмотрите, какая уже спелая, вкуснейшая. Погодка у нас, конечно, просто великолепная. Сейчас, кстати, друзья, очень вкусная вяленая хурма сушеная. Тоже на рынках везде продается. И вот если вам видно, висит на террасе, сушится у людей. Ой, виды, конечно, потрясающие. А? О, прикольно, слушай, вообще. Мы приехали в село Лыхны. Какой хорошенький. Мы приехали в село Лыхны и находимся на Лыхнинской поляне, где ежегодно в конце лета, начале осени приезжают фермеры, устраивают фестиваль. А сзади меня находится старинная липа, которой более 200 лет. В этом году вандалы ее пытались зачем-то спилить, нанесли ей увечья, но всеобщими усилиями липу удалось спасти. На ней растут зеленые листочки, поэтому с ней все хорошо. Село Лыхны – это знаковое место для всей Абхазии, потому что именно здесь в свое время была столица Абхазского царства. Именно здесь находится резиденция самых властительных князей Абхазии Чачба-Шервашидзе. Здесь именно находятся развалины этого сооружения. И также здесь находится очень почитаемый среди всех верующих людей храм Пресвятой Богородицы, примерно X века постройка. Именно вот на этой поляне Лыхны-Шта проводится ежегодная ярмарка. Также Лыхны является одним из 7 древних святилищ на территории Абхазии. Замок также датируется постройкой примерно X века, и до конца XIX века он выполнял свою функцию. То есть именно здесь заседали князья. Разрушен он был в результате, есть несколько версий. Одна из них — это гроза, попала молния в него, и он сгорел. И также есть версия, что в результате восстания абхазов российские войска разрушили его. Зеленая травка в середине, уже в конце декабря. И вот свежая сочная крапива. Яркое-яркое солнце. Прям очень тепло сегодня. Все коровы России завидуют коровам Абхазии, что они могут поесть такую травку.
Друзья, мы сейчас с вами прогуливаемся по набережной. Здесь есть очень качественный оборудованный пляж в центре Гудауты. Сейчас, конечно, здесь ничего не работает, так как не сезон, но летом здесь это место очень пользуется популярностью. Здесь и шезлонги можно взять за дополнительную плату. Плюс есть душевые, туалеты, также есть кафе, которое тоже летом будет функционировать. Ну а зимой здесь просто классно. Можно прогуляться по набережной, подышать море. И за вот этим пляжем сразу, буквально там пару минуточек ходьбы, есть центральный парк, где тоже есть какие-то для деток горочки, качельки, карусели. Сейчас тоже местных в парке очень много. Ну, естественно, в сезон и туристов также достаточное количество. А сейчас мы будем с вами проходить отель «Россия». У нас тоже на Ютубе есть обзор, полный обзор этого отеля. Можете посмотреть, кому интересно. Сейчас мы до него пройдем. И здесь, кстати, дальше, вот за этим оборудованным пляжем, сейчас строят тоже типа, наверное, какую-то набережную, делают дорогу. Летом посмотрим, что они придумают. Сейчас мы находимся на главной набережной города Гудаута. И хочу поделиться с вами местом, где очень хорошая кухня, вкусно, очень уютно. Называется «Веранда». Расположена прямо на берегу. Также летом здесь есть летняя терраса с таким красивым видом на море. Ну, а мы сейчас прогуляемся вдоль набережной. Также на центральной набережной Гудауты есть еще одно замечательное кафе. Называется «Балкон». Я вам туда настоятельно рекомендую сходить. Здесь готовят вкуснейшую, наверное, самую вкусную лодочку в Абхазии, которую мы ели. Готовится она в дровяной печи. Очень-очень вкусная. Поэтому, если будете в Гудауте, обязательно посетите это место. Посмотрите, какая красота. Проезжаем сейчас мандариновый сад. Сейчас такое время популярное, много туристов возим на фото с мандаринками. Сегодня у нас пасмурно. Было бы солнышко, смотрелось бы, конечно, это гораздо красивее. Ну а мы едем сейчас на сероводородные источники. Ни разу там еще не были, поэтому все покажем, расскажем, стоит ли туда отправляться. Мы приехали на сероводородные источники. У нас идет дождик, так что пойдем сейчас согреваться. Смотрите, на территории здесь есть номера, которые можно снять для туристов, кто хочет прямо оздоровиться и не один раз сходить на источник, а именно каждый день пройти курс определенный. То есть здесь вот на кассе можно узнать про свободные номера в гостинице и также про стоимость. Сейчас мы все это посмотрим. Вообще взрослый, насколько я помню, был 300 рублей. Так, смотрите, да, взрослый билет, стоимость 300 рублей, детский 150, а до 6 лет детки бесплатно. Вообще максимальное нахождение рекомендуют по 20 минут, не больше. Смотрите, сейчас работает один источник сероводородный, а вот эти две ванны сейчас пустые, но так как не сезон, туристов не очень много, соответственно, они их не наливают. После ванны рекомендуется попить чаек, поэтому можно пройти сюда и здесь отдохнуть, попить горячего чая с травкой. Сейчас мы находимся в селе Приморское, которое расположено рядом с Новым Афоном. И здесь находятся сероводородные источники. Температура на улице плюс 4 градуса, а в воде плюс 38. Многие путают сероводородные источники с термальными водами, потому что в Абхазии есть оба варианта. Помимо этого есть еще и радоновые источники, между прочим. Так вот, термальные источники – это просто горячая вода, которая бывает разной температуры и обладает согревающим эффектом, который очень приятно в зимний период времени. А сероводород, он действует немного по-другому, и он, помимо того, что теплая вода, еще и прогревает изнутри и органы, и суставы. Ну, вообще, конечно, это все баловство, потому что чем мы занимаемся? Потому что любой термальный источник и сероводородные ванны нужно принимать, конечно, курсом хотя бы от 10 дней для достижения какого-то медицинского эффекта. А так, посетив один раз, какого-то результата ожидать не стоит. Это больше именно для удовольствия.
Друзья, вообще в Абхазии, конечно, нет таких привычных для нас магазинов пятерочек, магнитов. Здесь нет практически сетевых, но есть альтернатива. Вот этот магазин премиум на самом деле очень хороший. Мы неоднократно сюда приезжали. Вот, к примеру, здесь большой выбор турецких товаров. Оливочки продаются. Также, я думаю, тоже кто в Турцию ездил, кушали, либо приобретали вот такие оливки. Очень большая баночка, получается 800 грамм, 360 рублей. На самом деле цена достаточно адекватная. Есть прям вот большие такие банки. Вот здесь получается 900 грамм, 420 рублей. Это на самом деле очень-очень выгодно. Вот, есть в пластиковых упаковках, есть в стекле, разные варианты. Также различные соленья, перчики, огурчики. Тоже есть турецкого производства. И еще хочу отметить, для любителей вин в Абхазии есть семейная винодельня прекрасная. Называется Аргун Яшта. Это не реклама, друзья, действительно очень классное, вкусное вино. Мы были весной у них в гостях, смотрели их производство, пробовали вкуснейшее вино. Сейчас, к сожалению, туда экскурсии не возят. И вообще вот это вино возможно купить не в любом магазине. Но вот в магазине премиум здесь представлен шардоне и розе. Очень вкусно. Ну вот как бы цены вы видите. Вино действительно достойное. Прям рекомендую вам от души, кто будет в магазине премиум. Ну и вообще, если вдруг увидите, обязательно приобретайте. И также пройдемся по этому производителю. У Аргун Яшты есть очень хорошего качества чача. Называется Аджак. Вот так вот бутылочки выглядят. Еще хочется отметить, что в этом магазине представлена большая линейка вин завода «Вина и воды Абхазии». Есть здесь знакомые большинству россиян вина, такие как Апсны, Псоу, Лыхны, такие самые популярные названия. И также есть линейка, которая выпускается только для внутреннего рынка Абхазии. Вот, допустим, Симон Яшта, Ашта Лашта. Их можно приобрести только на территории Абхазии, то есть на экспорт они не идут. Ну и стоимость у них почти в 2 раза, а то и в 3 раза выше. И здесь, кстати, продаются именно местные продукты. Вот, например, кстати, есть ореховая паста, обжаренный фундук. Я думаю, многие знают, что в Абхазии выращивают очень большое количество лесного ореха. Ну и, соответственно, продукт натуральный. Также местный мед и различные, смотрите, здесь пасты, ну типа пасты, варенье, апельсин, яблоко, слива, виноград. Так, по стоимости не написано, да, у нас. Вот фейхоа, друзья, кто не ел варенье из фейхоа, я настоятельно вам рекомендую. Мало того, что это безумно вкусно, еще и полезно. Это, можно сказать, лекарство просто. Вот, смотрите, кстати, ребята, виноградное варенье. Я, кстати, такого не встречала, если честно. Мы сейчас находимся в Гудауте, и это производство именно Гудаутского района. То есть прям вот, ну, плохо, наверное, видно будет, но там прям виноград. Реально интересно попробовать, кстати. Сейчас уже много подарочков здесь к Новому году. В общем, друзья, я рекомендую этот магазин. Если будете в Гудауте или в Сухуми, или, может быть, где-то еще откроют магазины премиум, обязательно заходите. Здесь очень хороший, большой выбор продуктов. Друзья, уже пошла на выход, но, конечно же, надо сакцентировать внимание на шампанском, так как скоро Новый год. Уже рекомендовала я как-то вам в видео вот это абхазское брют. Кто любит сухое, есть белое полусладкое. Шампанское на самом деле по очень выгодным ценам и на самом деле очень хорошее. Ну и также, конечно же, выбор здесь большой, очень популярное Лыхны. Тоже многие туристы его любят, но я почему-то больше предпочитаю вот такое абхазское брют. Ну и вообще выбор здесь тоже шампанских очень-очень большой.